ли тот самый грузовик вот такого? Посмотрим. Думаю, не ты просто. Матвей, падла. Эй, чубрила, подходи, дело есть. Я в вагончике. И куда это нас телепортировало, нифига себе. Ты мне сообщение прислал? Я. Рад приветствовать в этой дыре. Ты сам-то кто? Сталкер. Просто сталкер. Вижу. А чем ты, сталкер, здесь промышляешь? Просто интересно. Ну, чем сталкеры промышляют? Хабар ищут в основном. Ладно, ближе к делу. Тебе в перестрелках участвовать приходилось? С оружием общаться умеешь? Обращаться умеешь? Приходилось, умею. Нормалек, у меня к тебе деловое предложение. Цена вопроса 100 тысяч рублей. Здесь и сразу. Интересует? Конечно. Что за дело? Нужно ликвидировать одного типа. Почему ты хочешь убить его? Ничего личного, сталкер, но тебя это интересовать не должно. Итак, человека убить, не консервную банку откупорить. Если я подпишусь на это, то хочу знать хотя бы подоплеку. Ты с виду вроде не зеленый, должен знать, что в зоне не только хорошие и добрые люди обитают, верно? Так вот, этот тип, которого нужно ликвидировать, очень плохой человек. Он и здесь плохой, и за периметром успел наделать делов. Потому многие очень хотят его гибели. Понимаешь? Угу. А кто он? Чем сумел так навредить? Больно ты любопытный. Будешь этим делом заниматься или голову мне морочить? Ну хорошо, где он? Тут, неподалеку. Вон за той елкой, у костра. Он сам. Свидетелей не будет. Только я. Я сейчас. Так. И... Это, понятное дело, скорее всего, те же самые игры этого, которые уже контролера. Но... Не знаю, может к чему-то приведет, может нет, хер его знает. Давай посмотрим. Даже можно поговорить. Чувак, вали отсюда поскорее, у тебя на хвосте те, кто хотят тебя убить. Что? Не тупи, сталкер, просто вали отсюда. Подожди, ты кто вообще? Пришел тут, ни здрасте, ни до свидания. Кто-то там меня убить. Убить-то хочет. Кто-то... Да пошли они все. Дайте опохмелиться, блин. Ну, как знаешь. Ну и что это интересно? Да. О, да ты сопротивляется, прикинь. Лежишь, падла? Правильно, собаке собачья смерть. Ничего нету. Ни бутылки, ни ствола. Ничего. Так, где? Опять призрак. Опять химера. Ух ты ж, моя. Ну и прыгай себе. Все равно его не достанешь. Ну, давай же, иди сюда. Ну давай же. О, в аномалию вляпалась. И опять огненная теперь. Ладно, как-нибудь с ней потом, пусть там прыгает себе. Заказ выполнен, я хочу получить свое вознаграждение. Отлично, деньги сейчас переведу. Одну секунду. Жду. Ага. Ну ты выдал. Опять надурили. Ну, деньги получены показала, но...
И что? Опять вернуло. То есть это не тот грузовик был опять. Да. Надо дальше искать. И они как бы не отмечаются как-то. А, не, вру. Пропадают. Здесь был. И, друзья, не забывайте, как вы видите сейчас на экране, ссылочки есть на Boosty. Вы можете поддержать, подписаться через платную подписку. Там я буду выпускать контент уникальный. Группа ВКонтакте у нас также есть. Ссылка есть на канал в Дзен. И ссылка на Телеграм. На канал в Телеграм. Давайте и туда народу наберемся. И там тоже буду выкладывать короткие видосики. Может быть, дополнительный контент. Ну, это я сделал только из-за того, что сейчас на Ютубе, как всем известно, монетизации практически нет. Хоть и у меня сейчас на канале просмотров стало намного больше, но монетизации не становится больше, она только наоборот снижается практически в ноль. Посмотрим, что у нас с этим грузовиком. Очередная какая-то ситуация. Опять какой-то чувачок в вагончике нас телепортировало, а это значит, что у нас опять хотят надурить. Будем отказываться. Что здесь произошло? Ничего хорошего. Друг мой, с которым мы в зону пришли, умирает. А что с ним? Облучился сильно. Антирад уже не поможет. Он не хотел мне говорить, скрывал, что экспедицию нашу не срывать, нашу экспедицию. Чем ему можно помочь? Может, дотащим его до ученых? Или что-то они что-то сделают, может. Нет, уже слишком поздно. Ему осталось жить сутки, не больше. Сталкер, можешь сделать одолжение? Я слушаю. Он очень мучится, умирая. А у меня нервы уже не выдерживают. В общем, я сейчас уйду, а ты позовешь меня, когда он уже отойдет. Хорошо? А может ему помочь, чтобы не мучился? Делай, как знаешь, но обязательно позови меня, я должен буду позаботиться о теле. Хорошо. Может, тебя пристрелить? Хе-хе. Ну, выбора нам опять не дают. Это чисто показывает нам что-то. Ну, давай посмотрим, что будет. Съел пулю, падла! Мутанты. Позволь им добить больного или отогнать. О, смотрите, кустик уменьшается и исчез вообще. Уменьшился. Смотри, еще уменьшился. Вообще исчез. Что за прикол? Этот вообще... Что вообще происходит? Все, отмучился. Да уж, спи спокойно, друг. Сколько мы с ним вместе прошли. Ладно, ты это... Спасибо, в общем. Не за что. А тебя как звать-то? Я просто сталкер. Слушай, сталкер, а ты ничего не слышал такого необычного? В смысле? Мне показалось, что кто-то звал меня по имени. Это был не ты? Нет, не я. Так откуда же мне знать-то твое имя? Не понял, он что, враг, что ли, стал? Опять? В смысле? А, ну значит опять нас телепортировало, опять к Химере. Все дела. Занаматье, да? Играет с нами. Игры зоны. Игры кладбищ техники. Так вот назовем как-то видос, наверное. Это просто нечто. Пойдем к следующей
следующему автомобилю. Так. Кошачья напасть. А, черт. Все, влип, короче, конкретно. Но еще не сожрали. Не зацарапали. Так, ладно. Что-то они куда-то отстали. Давай посмотрим. Чем же все же они отличаются? Ну, пока вот я не вижу никаких особых отличий. Это тоже, да? Они прям в одном месте. Много их. Еще вот один. Но они одинаковые. Неужели это тот самый, который внизу? Но я прям не удивлюсь, если это так. Хотя мне помнится, что я его проверял. Ну давай посмотрим. Этот еще. Так, опять телепортировала. Это значит, скорее всего, опять очередные игры. Чувак, не стреляй! Так и надо. Свободовец и долговец. Так тебе и надо. Пошел ты, знаешь. Чё? И ты подыхай. Ага, этот не дохнет. Хе-хе. Блин, чувак, чубрила, чубразавр, громадный тебе респект. Нормально все? Все пучком, хорошо ты этого урода идейного отшил. По делам ему. А ты действительно снайпер? Да не, ты что, я так чисто любитель на звезды в телескоп посмотреть. Ну а поскольку с телескопами здесь плохо, то я оптическим прицелом пользовался. Знание сила. Ну-ну, кстати, не видел здесь сталкера одного. Бармен с затона бородой кричут. И видел, конечно. Где? Там, за леском, на холме. Он артефакты собирал с какими-то чубриками у огненной аномалии. Неспроста у нас есть ответ в диалоге. Там же нет огненной аномалии. Там же нет огненной аномалии. Ну блин, ну радиоактивная аномалия. Я уже не помню, давно его видел. Насколько давно? Да буквально вчера. Проверь, может он еще там сидит. Не может быть такого. Борода пропал несколько месяцев назад. Правда? Не знал. Так чего ж ты тогда говоришь, что видел его? Ну блин, ошибся, значит. Да забей ты, чувак. Лучше давай раскваримся. Не-не-не, подожди, ты же соврал мне, да? Специально соврал. Чего ты сразу наезжаешь-то? Будь попроще, к тебе люди потянутся. Да, уж не ожидал. Я тебя, между прочим, от смерти спас только что. Вы там все в своей группировке такие честные. Чувак, давай мы нашу группировку сейчас обсуждать не будем, окей? Peace. Да хрен с тобой. Я уж надеялся, что нашел. Ага. Хрена с два. Так я и думал, сейчас опять какой-то сюрприз будет. На удивление, никаких мутантов не заспавнило. Блин. Где же этот грузовик-то? Мы у очередных грузовиков. Давайте же проверим, что же тут у нас дальше ждет. Как я понял, нужно проверить почти все. О,
Смотрите-ка, один вообще с ящиком. И это вовсе не тот. А нет, это вот. Ой-ой-ой. Не буди лихо, пока оно тихо. Про это я забыл. Ужас, там еще несколько. Сейчас уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Хромает и, блин, еще атаковать пытается. Помогите! Сейчас загрызут. Ах, вы твари! Сдохни, сдохни. Сдохни, тварь. Это хорошо, что у меня еще патронов много. Уворачиваются еще. Ты смотри, что творит. Бинты кончились. Это прикол. Это я влип. Жесть, конечно же, с этими собачками. А, еще не кончились, еще 50 есть патронов дробовых. Ну чё, схудите, да? На. Ах ты ж тварь. Зубастая тварюга. До последнего пытаются укусить. Все, расправился. Теперь пора проверять очередной грузовик. Так, давай сюда еще сохранимся. Верно. В группе ВКонтакте, друзья, будут вот эти вот видосы более короткими фрагментами. Сначала они выйдут в группе ВКонтакте фрагментами, а потом уже выйдет большая серия на канале Дзен, а потом уже на канале на Ютубе. Почему дольше всего? Ну, как бы в последнюю очередь на Ютубе, потому как Ютуб дольше обрабатывает, туда дольше загружается. Да что с тобой такое? Все дела. Вот поэтому. Опа. Тут аж прям группировка почти что. Очередные искатели артефактов, похоже. Да? Или не да? Рам-пам-пам-парарам. День добрый. Ух ты, напугал меня. Привет, сталкер, привет. Чем промышляете? Да вот отмычек своих ремеслу обучаю. И как успехи? Если честно, никак. Тупые попались. Как пробки, деревенщина еще та. С детекторами обращаться толком не умеют, артефакты не различают почти. Что с ними делать, хрен его знает. Ты, кстати, с отмычками дело имел? Может, подскажешь, что в плане того, как их обучить? Ну, могу дать пару советов. Я слушаю. Не надо перегибать палку, добыча артефактов – дело тонкое. Что да, то да. Попробуй обучить их сбору хабара на личном примере. Дело, говоришь? Сейчас попробую. Ну, удачи. Но эти вроде ребята дружелюбные попались. Пока что. А, на личном примере. Ага, и в аномалию вляпается. Ну, предсказуемая моя. Блин, послал я вам в аномалию.
Ай, моя. Это просто нечто. Чё тебе, ничего. Вы с приятелем без командира остались, вижу. Не слепой, блин. Тебе-то что? Хочешь сам командиром заделаться? Нет, я тут человека ищу. Понятно, но меня это не касается. Я теперь лидер этой группы. Группы из 2 человек? Больше одного уже группа. Все, не мешай, я должен своего отмычку научить, чтобы он артефакты собирал. Погоди-ка, ты же сам только что... И что? Власть сменилась, как видишь. Без комментариев. Ну и... Ага. Ну ты выдал. А второй-то где? И чё? Ну, мне вот только интересно, что будет, если... что будет дальше? То есть как, точнее, как это повлияет на дальнейший сюжет, то есть все эти варианты выборов. Хотя, в принципе, они вроде как и ничем не влияют на главного героя, кроме как траты патронов на мутантов. Это все лежит. О! Я думал, он особенный. Да вроде нет. Идем к очередному грузовику. Так, очередной грузовик. Давайте же посмотрим, что будет у нас дальше. Ну, здорово. Ваня радист. Подходи, мужик. Подсаживайся к костру. Ну, давай посидим. Привет, сталкер. Рад живой душе. Подсаживайся, поговорим. И тебе не хворать. Ты ни на долговца, ни на наемника вроде не похож. Чем промышляешь, коли не секрет? Стандартным сталкерским промыслом. Начало диалога, кстати, из одного анекдота. Какого-то я не помню. Он был такой, прям слово в слово. Уважаю. Я вот тоже хабар собирал, почти целый год на это потратил, но в итоге похвастаться нечем, увы. А звать-то тебя как? Просто сталкер. Ну лады, приятно познакомиться. Я в некотором роде тоже просто сталкер. Слушай, может выпьем, а? С чего же не выпить? В приятной компании. Наливай. Эх, хорошо пошла. Ну, может, расскажешь что интересное? Например? Ну, я не знаю. О жизни о своей. Где был, что чего видел. Я, конечно, многое мог бы тебе рассказать, но здесь совсем незачем. Понимаешь, я человека одного здесь ищу, он в тумане затерялся. Борода, бармен с Затона. Ты должен его знать. Конечно, я его знал, и на Скадовске был не раз. Что за времена были золотые, не то, что сейчас. Ну да. Так что, видел его здесь? Нет, увы. А что Борода здесь вообще забыл? Если б я знал. Да не печалься ты. Давай лучше по одной. За то, что ты Бороду нашел. Вздрогнули? Я налью. Вздрогнули. Послушай, мужик, ну не печалься ты. Я по тебе вижу, что ты сталкер порядочный. Просто жизнь тебя потрепала малость. Это в глазах читается. Ты, видимо, за теми в зону пришел, чтобы денег заработать. Да, новую жизнь начать, верно? Ну, почти угадал. Я смотрю, ты проницательный. Не то, чтобы просто общение люблю. Дам совет один. Переключись с того, что тебя угнетает, на какую-то мелочь сиюминутную. Потом еще как на какую-то... Оно полезно. Ага.
Вот так вот просто взял и переключился, как робот-вертер. И нет проблем. Красота. Как я раньше не догадался-то. Да не кипятись ты. Понимаю, что мне проблем твоих все равно не понять. Но ты знай одно. Не все люди в мире уроды. Существует такие небольшое количество порядочных. Зачем далеко ходить? К примеру, тот же Борода, которого ты ищешь. Кто про него что-то плохое хоть раз говорил, а? И вообще, давай лучше о чем-то другом. Вот кем ты до зоны был, а? Военным? Где служил? В авиации? Да ты редкая птица. Ну и что там тебе не понравилось? Не в том дело, что нравилось, а что нет. Так получилось, что я здесь. Не моя это вина. Допустим. А что там произошло? Авария какая-то? Или что? Типа того. Мы летели на вертолете, потом влетели во что-то. До сих пор не пойму, что там было в небе. В общем, я просто свалился в зоне на голову. Ну, а она меня приняла. Понятно теперь. Что ж, тебе действительно не повезло, но, как я понимаю, ты рассказал мне далеко не все. Мало в зону попасть, из нее еще выйти нужно. А ты, судя по твоему виду, вышел. Вот этот вот фрагмент, опять же, мало в зону попасть, из нее еще выйти нужно. Из модификации альтернатива 1.3.2. Это прям коронная фраза. А ты, судя по твоему виду, вышел. Только непонятно мне, почему в таком состоянии находишься. Ведь военному, выжившему в зоне, должны были как минимум медаль дать, и путь к карьере у него должен был быть открыт, верно? Верно, только давай не будем об этом. Стоп, это же серьезно. Ведь получается так, что тебя не просто так из армии выперли, да еще и при таких раскладах. Ты, побывав в зоне и вернувшись, что-то такое сделал, что уничтожило все твои заслуги. Что же такое ты мог вытворить, интересно? Хорош прикапываться. Делать нечего. Стоп, дай подумать. Или ты проворовался, или стал бухать на радостях. А может и то, и другое вместе, да? Хватит неси чушь. Ты не можешь знать всего, что было в моей жизни. Да ладно, я людей знаю хорошо. Многих повидал, в том числе и военных, бывших. Среди сталкеров их хватает. В принципе, с тобой все ясно. Алкоголик и неудачник. Жизнь дала тебе шанс, а ты его профукал. Что ж, сочувствую. Это все? Нет, конечно. Просто для затравки ты лузер и чмо. Это так, поверхностно. Заткнись. Да иди ты нахрен, ублюдок. Ничтожество, я таких, как ты, пачками убивал. Ага. Ладно, хорошо. Что, попустился? Да таких, как ты, надо уничтожать массово. Без вас этот мир будет только лучше. Ты меня слышишь? Я тебя сейчас сам уничтожу. Ну, короче, нас, я Чувак, так понимаю, ты к запарен. этому ведут. Чтобы он разозлился. Ну, или вариант, ну, блин, согласиться, получается, надо совсем, чтобы что? Непонятно. Смотрим дальше. Кто у нас тут еще будет? Ну, привет. Чего такой хмурый? Я не бандит и не наемник. Можешь расслабиться. Да, попадаются тут всякие грубияны. Забей. Бывает, в зоне полно разных чудаков. С виду вроде нормальный, а повернешься спиной, он уже к тебе с ножом подкрадывается. Ты, я надеюсь, не из таких... Нет, я сам от здешних чудаков не в восторге. А ты кто?
Я курьер из бара. Что ты один без охраны налегке? Ну, потому что я только что разгрузился, сейчас просто отдыхаю. И следующего рейда дожидаюсь. А ты кто? О, я уже не знаю, что и ответить. Сталкер, охотник за хабаром, путешественник, как хочешь, так и называй. Да, без проблем. Бороду здесь не встречал. А это кто? Ты что, не знаешь бармена со Скадовска? А, Скадовск? Зато он. Знаю, конечно. Только там же вроде бы все умерли или ушли, не помню точно. Ну, допустим, не все. Борода вот ушел сюда, я его ищу. Ага, я тоже сюда прихожу иногда. Здесь сталкеры почему-то не ходят. Посидеть я люблю, подумать над разными вещами. Вот что тебя беспокоит? Меня беспокоит, смогу ли я сделать то, ради чего сюда пришел. Не спрашивай, что именно, не скажу. Я не собираюсь в твои дела лезть, не подумай. Просто задам один вопрос. Тебе казалось в последнее время, что за тобой кто-то следит? Ну, вообще-то да. Словно кто-то подглядывает из тумана. Точно, это то, о чем я думаю. Скажи, ты слышал о Золотом Союзе? Нет, не слышал. Дело темное. Смысл в том, что есть в мире группа людей, которые всем рулят, понимаешь? То есть правительства все, альянсы, блоки эти, все ширма. На самом деле всем заправляет немногочисленная группа лиц. И они содержат это в тайне. Ерунда какая-то, уж извини. Вот значит как. Жаль, что ты так считаешь. За все время моего отшельничества я так и не встретил никого, кто смог бы меня понять. Что ж, прощай. Ага. И... Ты посмеешься надо мной, да? Да, конечно. Куда же без А этого? хорошо. Я уже думал, что все. Опа-на. Сирена. Кажется, на вышке у холма кто-то есть. Так, вот это вот уже, похоже, был последний грузовик. Так, нам нужно к вышке бежать. Идти. Класс. Топать. Сохранение, друзья, в группе ВКонтакте будут. Ссылка в описании есть и, как видите, на экране сверху. Чтобы пройти этот весь квест, нужно просмотреть, по сути... Так, там зомбаки опять. Надо бы их пострелять. Ну, сорян за спаунер, но этот, как его... Лежишь, падла? Здесь Правильно, достаточно собачья трудно смерть. найти патроны. Вообще. Допрыгался, гад. Эти, кстати, Допрыгался. зомбаки крайне меткие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Патроны кончились. И винты кончились, да ладно. Сюда идет. Да ладно, я понял. Ты заслужил это, засранец. Лежишь, падла? Правильно, собачья смерть. Вроде все. Да. Ну, я их уже один раз отстреливал здесь, но, видимо, они из-за задания снова заспавнились. Антирады кончились, конечно же. Ну да ладно. Так, а здесь кто-то есть. Сделаем чуть потише.
Мгм. О, Помоги, брат. что случилось-то? Я тебя помню. Ты меня предупреждал о тумане. Что такое? Плохо дела. Туман достал меня. Но я спасся от него здесь, на вышке, где его воздействие слабее, чем внизу. Однако он успел меня придушить. Объясни, что здесь происходит. О, блин, долго объяснять-то придется. Этот туман. Не туман на самом деле, а секретное оружие система Туман-Б. Это дисперсный интеллект. Его частицы распыляются на большой площади, собирают данные, а где существует ядро, в которое эти данные поступают. В ядре скрыт компьютерный интеллект, который принимает решения и отправляет команды частицам. То есть это как бы умное облако, которое может действовать на людей, понимаешь? Мы ходим, дышим этими частицами, а они действуют на наше сознание, навеивают галлюцинации, понуждают к действиям. Жестко, однако, но многое объясняет. Туман вышел из-под контроля, и военные в специальной емкости вывезли его из лаборатории, чтобы захоронить здесь. Но после аварии захоронение с туманом было нарушено, и он вырвался на волю. Я простой сталкер. Случайно наткнулся на документы в одной лаборатории, где было много инфы по туману. Мне стало интересно, я пришел сюда и попал под его воздействие. Но поскольку я знаю некоторые методы защиты, то могу сопротивляться ему. Но покинуть кладбище не могу. Могу только предупреждать заблудших путников, вроде тебя. И я хочу уничтожить туман. Помоги мне. И что же нужно делать? Сейчас туман проверял тебя, верно? Подсовывал разные образы, ситуации. Было дело. Если ты после этого его экспериментов не превратился в зомби, значит выдержал испытание. Однако туман разумен и теперь попытается замести следы, уничтожив нас. Скорее всего, пошлет зомбированных. Слушай сюда, я знаю, как найти ядро и уничтожить туман. Защити меня, и я скажу, что надо делать. Хорошо. Только не отходи далеко. Туман задушит меня. Еще, возьми из ящика мою винтовку, она тебе пригодится. Лады. О. Да. Эх, спасибо. Туман. Просто уйди с вышки, и я достану его. Или убей. Он лжец. Да. Пока что хочется доверять туману. Фу ты туману, этому сталкеру. Туман уже слишком много раз обманывал. Так, нужно защитить незнакомого сталкера от зомбированных. Потому что он может помочь мне справиться с туманом. Ой-ой-ой. Вон они. Фига себе, издалека бьют. Воу! Лютая хрень. Твою мать. Ты заслужил это, засранец. Так, мне здесь винтовка неэффективна. Так тебе и надо, курва. Бля. Ща. А, кстати, патроны-то подходят. Я из СВО его косить буду. Блин. Чувак, да ты запарил. Да их тут походу дофига будет. Чувак, да ты запарил. О, блин, гранат бы сейчас сюда.
Ладно. Лежишь, падла? Правильно, собаке собачья смерть. Чувак, да ты запарил. Так будет, когда их мочить. Раз уж на дальнем расстоянии их Чувак, да ты бывает запарил. трудно. Главное успеть перезаряжаться. Оу. Ну да. Из двухстолки до вышки достает. И сам Бак с кривыми мозгами. Допрыгался, гад! Сука! Допрыгался! Замочу. Так тебе и надо, курва! Еще один. Чувак, Вот, да ты блин. запарил. В экзоскелетах. Доползли сюда. Просто охренеть. Да ну нафиг. Ой. Давай же, черт, сдохни. Ё-моё. Чувак, да ты запарил. Офигеть живучий, а. Он еще Так тебе и умудрился надо, его курва. зацепить так не слабо. Блюдок. И сколько их тут будет, а? Охренеть. Съел пулю, падла. Чувак, да ты Армия запарил. зомби. Еще идут. Допрыгался, гад! Внизу вон еще. Допрыгался. А тут даже аптечками не спасешься, если чё. Они, кстати, у меня кончились. Ну, не совсем, Класс! но это пипец. Чувак, да ты запарил. Это спасибо. Спасибо, что вы своих мочите. Бля. Ты заслужил это, засранец. Да, в экзоскелетах это, конечно, проблема. Ох, ты жьёшь. Толпа. Тут эффективно будут разве что этот автоматы, не знаю. Хотя мне тут, конечно, нужен Ты заслужил это, засранец. прицелом автомат, но этот тоже пойдет. Может даже и лучше с коллиматором. Чувак, да ты запарил. Не, сдалека они не попадут, это по-любому. Жестят, ребята. Туда. Рожь его, тварь. Курва. Пипец. Броник ушатали. Это что вообще такое? О, Чувак, да ты запарил. да откуда вы беретесь-то? Ё-моё. А, походу последний. Ё-моё, офигеть.
Они прям здесь, что ли, спавнились? Или они внизу были? Это, конечно, странно. Немножечко. Да. Ну, с патронами у меня сейчас проблем нет. Благодаря спавнеру. Но я спавнером увлекаться не собираюсь. Хо-хо. Гора, блин. Что да, Только то потому, да. что на этой локации были проблемы. Порядок? Да где там? Чуть копыта не откинул. Ладно, здесь небезопасно. Пошли за мной. Я отведу тебя на КПП. Там есть убежище. Ну, наконец-то закончился этот квест. Да. Ну и дела. Сохранение, друзья. В группе ВКонтакте. Ссылки вы видите также на экране. На канал Вдзен. И другие. Так. Это у нас будет КПП. Верно. Да. Слушай, все вопросы к главному. К какому главному? Типа я тут главный сейчас. Или ты сам себе главный, но подчиняешься тоже сам себе? Да. Что ты такое несешь, блин, а? Давай базарь уже. Вот мы и в безопасности. Слушаю тебя. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за свое спасение. Меня зовут... Называй меня детективом. Я когда-то работал в правительственных органах. Зато и кличку получил. Потому что стараюсь докопаться до тайн зоны. А тебя как занесло на эту свалку? Я ищу сталкера Бороду, бармена со Скадовска. Не видел его? Нет. С чего ты взял, что он здесь? На Затоне я нашел его дневник, в котором была запись о встрече с каким-то неизвестным, который обещал решить его проблему. Встреча эта должна была состояться здесь. Знаешь, туман заманил сюда немало сталкеров. К тому же, после кризиса на Затоне народу и там, и здесь сильно поуменьшилось. Потому мало кто знал об этом кладбище, а Борода, скорее всего, тоже стал жертвой тумана. Увы, я его здесь не видел. Печально. Значит, я опоздал. Но кто мог заманить его сюда? Подозреваю, что его враги. А у него они были, кстати. Говорили, что с бандитами он что-то не поделил. Такие дела. Но сталкер он был хороший. Помянем его. Ну, помянем, наливай. Погоди, ведь туман еще не уничтожен, он представляет опасность для сталкеров. Нужна твоя помощь. Говори. В ПДА, что я оставил тебе ранее, я просил найти грузовик из лаборатории. Там должны быть данные, которые помогут нам найти ядро тумана. Ты нашел его? Искал, но не нашел. А, это был и тот... А, да, это он и есть незнакомец. Жаль. Слушай, у меня есть мысль. Туман Б должны были привезти на грузовике с ограждением на кузове. Но ведь за годы это ограждение могло и снести. То есть надо и поискать такой же ЗИЛ, но без него. Возьмешься? Я нарыл некоторые бумажки и укажу точные координаты. Где он? Проверю. Замечательно, вот координаты. И еще в качестве бонуса координаты моего личного схрона, там неплохой хабар. О, спасибо. Как дела, детектив? Все не могу отдышаться после этого тумана, чем-то он меня отравил. Угу. Но мне пора. Что ж, значит, отправляемся уже по точным координатам грузовика. Мой спаситель исчез. Ага. Надо найти грузовик, на котором привезли это нечто, так как в нем должны быть следы, которые приведут меня к разгадке. И прямо рядом с ним
Схрон. Круто. Что ж, отправляемся туда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мать честная. Это же... Это же жопень. Тут начинается какая-то вообще. Ой-ой-ой. Фонит. Там, короче, псевдогигант. Снорки. Сейчас с норками сначала надо разобраться. Псевдопсы еще. Оказывается, у этого автомата есть подствольник. Но снарядов у меня нет. Все же он не идет сюда. Он не хочет покидать свою территорию, да? Ну ты вали отсюда. Нет, черт, а. Свалит, нет. О! Полетел. Так, ладно. Пойдем глянем, что там за чучело. Орет. Ну, походу, злое чучело. Да? Пока не вижу его. Это он типа тайник, наверное, охраняет. Опа. Опа. Кто это у нас тут? Кровососик там еще бегает. Кровососец. Ага. Ну это хорошо, что они сюда не идут. Да, походу попался живучий. Близко к нему и лучше не подходить. Когда он один, это еще ладно. А когда кровосос там, это же пень. От кровососа можно убежать, но когда вот эта дрянь будет топать там, блин, своими многоручищами. О, дробовик-то у нас ушатался. Совсем. Сейчас мы его из СВУ загасим. Ну-ка давай. Кто у нас тут спрятался? Блин, спрячется. Твою мать. Да. Ну его рот. О, наконец-то. Всё, теперь Офигеть. можно и с кровососами поразвлечься. Куда же ты? Что, не нравится, что ли?
Ну иди сюда. Ой. Засосал. Людок, а? О, живучий. Ну и урод. А ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас в тайничке. Так, где-то тут должно быть. А вот и тайничок. Где-то здесь. Точно. На вышке, что ли? Может, ты полезешь? Все же. Сволочь! Ого! Это что за нафиг такое? Сволочь! А, это этот его жгучий пух. Вот ведь подфартило. О, артефакт даже в ламе. Ну ладно, возьмем. Упс, Сволочь! быстрый спуск. А я б сейчас выпить не отказался. Так. Мгм. Ну, я его таскать не буду, мне. Вот этот есть автомат, мне он понравился. Ага. Мгм. Мгм. Сейв. Кодовым замком, конечно же. Как же без этого? Ну вот, Спасибо. открыл. Так, очередной документ. Документы из грузовика. Документы, найденные в грузовике на кладбище техники, представляют собой отчет о неких испытаниях. Внимание привлекает следующее. Нет сомнений в том, что дисперсные частицы распределились на некотором расстоянии, но ветер и другие атмосферные условия не влияют на их перемещение. Запущенные на территории захоронения подопытные животные проявили признаки необычного поведения через 25 минут. Есть смысл проверить воздействие тумана Б на объектах второй группы. Дополнение: местоположение объекта было решено переместить подальше от наблюдательного пункта. Оно будет располагаться в подземной емкости на глубине 20 метров под центральным холмом в точке с координатами 5.1, 9.4, 16. Понятно. В подземной емкости на глубине 20 метров под центральным холмом. Вот такие вот сюрпризы. Это Поговорить точно. с детективом. Ну, пойдем к нашему детективу. Посмотрим, что он скажет по этому поводу. Друзья, подписывайтесь на канал и по ссылкам в описании. И, как видите, есть у нас теперь и ссылки на экране. Буду очень признателен за нажатый палец вверх. И будет просто супер, если вы поделитесь в других социальных сетях. Через кнопочку поделиться с друзьями, со знакомыми, не знаю. Просто в другой социальной сети. Это будет
отличная поддержка. Ну, а кто желает помочь в развитии канала и мотивации, в большей мотивации, чтобы я выпускал еще больше контента и чаще, то есть подписка на Бусти. Ой-ой-ой, немножко влипли. Ссылку вы видите как на экране, так и она будет также в описании. Ну, а мы уже приближаемся к нашему детективу. Также, как я уже и говорил до этого, я буду выкладывать эти фрагменты видео в группе ВКонтакте. Так они и будут выходить фрагментами. Ну а на ютубе они выйдут немного в другом формате и чуть позже, чем в группе ВКонтакте. Также в группе в сообществе есть и будут выкладываться сохранения по прохождению модов, которые я прохожу. Также уже скоро будут серии по моду гибернация зла 4, а точнее регибернация. Также буду все же делать серии по моду мистери. Уже давно не выпускал, но там есть причины. Я и так вот возвращение в зону не успеваю даже записывать, не говоря уже о монтаже, на которое время я очень с трудом нахожу. Что ж, о, да, это, кстати, мой небольшой такой склад. Можем, кстати, туда положить что-то еще. Из того, что сейчас нам не нужно, это как раз таки вот артефакты, которые мне они особо-то и не помогут, скорее всего, никак. Вот такие вот еще патроны нашел на холме. Там есть, короче, дерево, в котором есть тайник. Вот. А вот этот вот снаряд я заберу. Он, кстати, они подходят сюда. Снаряд был также один в том тайнике в дереве. А как дела? Я нашел документы в грузовике. Показать документы. Так, сейчас посмотрим. Здесь указано точное местонахождение ядра. Однако оно под землей. Да, причем довольно глубоко. Лопатой можно годы копать. Близок локоток, да не укусишь. Впрочем, у меня есть идея. Какая? Смотри. По всему кладбищу техники есть осветительные опоры, то бишь простые фонари для освещения территории. А неподалеку от холма, под которым спрятано ядро, располагается скопление электрических аномалий. Если, к примеру, использовать эти аномалии, чтобы сгенерировать электроимпульс и с его помощью сжечь ядро, для этого мы проведем провода к нескольким столбам вокруг холма. Они послужат как бы электродами. А потом просто бросим провод в одну из электр. Произойдет короткое замыкание, которое и уничтожит ядро под землей. Надо попробовать. Давай так. Надо присмотреть удобное место, откуда можно будет это все осуществить. Выдвигаемся сейчас или потом? Ну, пошли сейчас. Чем мне особо... Забирать нечего, собирать нечего. Готовиться не из чего. Снарягу починить вроде здесь нет возможностей. Так что пошли сейчас. Благо патронов и аптечек вроде пока хватает. Да. Но мы в самом эпицентре аномалий. А что мы в автобусе делаем? А, ты здесь? Что-то уже оборудовал, да? Итак, этот автобус неплохое место для временного пункта. Я взял с собой проводку и другое оборудование, которое я нашел в мастерской на КПП, и смастерил нечто вроде распределителя напряжения. Видишь эту покосившуюся вышку слева? По ней небольшое скопление электро. Твоей задачей будет присоединить провода к 4 столбам вокруг холма, а я тем временем проброшу кабель от аномалии к переключателю. Когда все будет готово, останется только дернуть за рычаг. И учти, туман будет пытаться остановить тебя. И хотя всех подконтрольных ему
зомбированных ты уже убил. Остались еще мутанты. Понял. Отстрелять мутантов и все. А, не то. Присоединить кабель к столбам. А, я еще думал, что за столб торчит тут? Присоединить провод к столбу. Так. Где-то должен быть следующий, дальше где-то. Так. Не рявкай тут. Ну и вали. Ой-ё. Промазала. Плохая киса, я тебя сейчас накажу. По жопе сейчас получишь. Слышь? Слышь, я ж тебя зарежу. Я ж говорил, зарежу. Ну прям демон, не иначе. Прям как из сверхъестественного. Очешуительная дрянь. Круто. Ага, о. Проводочек присоединяем. Идем к следующему. А ну-ка. Ты смотри, какой шустрый. Огонь. Ну, Встретиться вот и ж всё. такое. Так, похоже, готово, да? Присоединить провод к столбам. А, все еще нужно еще присоединить, походу. А, очередные сюрпризы. Ой-ой-ой. А, черт. Ну-ка, в очередь, твари. Упс.
все патроны. Блин, потратил в них. Черт побери. Ну чё, как дела? Верно. М? Провода подсоединены. Молодец, теперь осталось только нажать на рубильник. Давай, сделай это. Я пока послежу за клеммами, чтоб не сгорели. Надеюсь, у нас получится. Да, надеюсь. Так, активировать рубильник. Это где? Здесь? Так. Оу. Черт, он пострадал от удара током. А это что? Это непонятно, что это, походу, туман тот самый. Осмотреть овраг. Но он вроде живой все же еще. Видимо, в шоке. Угу. Что-то вышло. Ага. Баллоны какие-то. Это не туман, это остатки какого-то газа. Надо закопать баллоны. Найден предмет. Документы по туману Б. Вернуться к автобусу. Пойдем. Посмотрим, как там наш детектив. Ё-моё. Так, я еще и не туда побежал. Не в ту сторону вообще, походу. Ну, здесь от того, что локация большая, небо хорошо видно и прям такой эффектно все смотрится. Ой, это аномалий прям больше стало, что ли? Так это же борода. Эх, мужик. Вот это сюрприз. Кого не ожидал здесь увидеть, так это бармена с Затона. Мужик, блин, фигня полная произошла. Прости, что тебя обманул. Так надо было. Да, конечно, цель оправдывает средства. Нужно было уничтожить злобный туман и все такое. В Рикведе нет никакого тумана. Вот в чем дело-то. Как нет? Я смотрю, ты оклемался немного после нафиг кому ненужного электрошока. Потому сейчас сядешь и расскажешь мне все. Какого хрена тебя сюда занесло, зачем нужно было сражаться с этим туманом и нафига ты мне пудрил мозги. Ладно уж, ты меня спас. Теперь я тебе расскажу все. Но сразу попрошу о том, чтобы это все осталось между нами. Договорились? Да. В общем, наломал я дров. Ох, наломал. Задумали мы полгода назад вместе с Сычом и Гонтой с Затона дело одно провернуть. Узнал Сыч, что за периметром придумали устройство такое, которым можно мутантов из обычных животных приманивать с большого расстояния. И появилась у меня мысль установить такую штуку на Затоне. Зачем? Мы хотели спрятать его в пещере под сгоревшим хутором и включать время от времени. Если потихонечку приманивать туда мутантов, то можно было бы организовать там
Нечто вроде сафари. Иностранные туристы давно уже этим интересовались. А Скадовск стал бы отличной базой для них. Ну и сам понимаешь, новые клиенты, баксы, прибыль. В общем, Сыч достал эту приблуду, Гонда установил в нужном месте. Пришлось попотеть. Ночью это все делали под дождем, закутанные в плащи. То еще удовольствие. Установили мы его, ну и... В общем, Сыч перемудрил с мощностью и включил устройство на полную катушку. Мутанты так и хлынули на Затон со всех сторон соседних мест зоны. Это был коллапс. Вот, значит, что спровоцировало большую волну мутантов. Увы, это была катастрофа. Вместо того, чтобы привлечь к себе людей, мы опустошили Затон. Сделанное нам удалось сохранить в секрете, но рассорились мы жутко. Спустя некоторое время Сыч пришел ко мне, пьяный и злой. Стал проклинать, жаловаться, что у него большие убытки из-за этого всего. Я резко ответил ему, и он бросился на меня с ножом. Стали мы драться, В общем, я защищался, а Сыча не стало. Вот это поворот. Я обратился за помощью к Гонте. Он устроил все так, якобы Сыча убили неизвестные. Затем он рассказал мне, что нашел способ отогнать с Затона всех мутантов и назначил встречу здесь, на кладбище техники. Я пришел сюда, но Гонта не нашел. Вместо этого попал под влияние тумана. То есть паралитического газа. И я не врал тебе, просто этот газ реально задурманил мне мозги. Я действительно подумал, что это разумное существо. Замаскировался. Понимаешь? Да, глюки от него в самом деле мощные. Однако это не умаляет твоей вины. Знаю и раскаиваюсь. Понимаю, что и Сыч, и все те парни, погибшие на Затоне, на моей совести. Но что теперь делать, я не знаю. Хочу уйти из зоны. Просто уйти. Можно, видимо, воспользоваться ситуацией и как-то использовать нашего Бороду. Ну, в принципе, мы за ним и шли. Значит, все же надо это сделать. Поэтому... Нет, погоди. Сдается мне, что здесь ты будешь полезнее. Правда? Кстати, как там на Затоне дела? Так себе. Началась какая-то эпидемия. Сталкеры перекочевали на Шевченко, а твой Скадовск заброшен. Мне тяжело это слышать. Однако я пока что остаюсь здесь. Надо обдумать некоторые вещи и прийти в себя. Успехов тебе, несмотря ни на что. Особо-то это и повлияло. Туман рассеялся. Ну, а музыку я буду приглушать. Ну и призраки нам теперь, видимо, радуются. Хе. Возможно, они тоже были под влиянием тумана. Или... Это была часть тумана, непонятно. На кладбище техники появились сталкеры, привлеченные новым хабаром. Возможно, я еще вернусь сюда. Да, мне, в общем-то, в целом понравилась локация. Так, давайте же выпьем. Да, хорошо. Заныкал сталкер на дереве хабар. Ну и как-то вечером решил проверить, как там что, все ли в целости. И надо же, сидит кто-то там, шуршит. Ноги босые свисают. И цап того, что на дереве сидит, крепко между ног. И строго так: «Колись, сука, кто такой? Из какой группировки?» Тишина. Ну, сталкер еще сильнее нажал. «Кто такой?» — спрашиваю.
А тот опять молчит. Ну, рассердился сталкер. Сдавил так, что прям по руке потекло. Слышишь, скотина, я сейчас тебе вообще оторву все. Отвечай, кто такой, быстро! А сверху такой сиплый слабый голос. Контролер я. А какого молчал, сволочь? Так я же не мой. Есть все еще задание, разведка. Но это уже у нас на Шевченко. А здесь у нас вроде как больше нечего делать на локации этой кладбище. На этом кладбище техники нам нечего больше Круто. делать. И что? Центр зоны, центр зоны. Так, а теперь борода тут. Все еще молчит. Ладно, пусть молчит себе. Ну, а я заберу артефакты, снаряды. Куда-то, блин, выкинул этот, как его. Забыл. Неплохо, неплохо. За одну ходку Бизон. 2 ночные звезды. Если так и дальше пойдет, М, ваш хваленый клондайк. Даже не знаю, может починить его. Что сидишь? Я здесь теперь как в тюрьме. Пришел поиздеваться. Дело твое. На Скадовской кто-то говорил со мной сквозь закрытую дверь. Кто это мог быть? Ну, может, мародеры какие залезли. И что же они там забыли? Наверное, искали мой личный сейф. Кстати, ты его нашел? Заныкал сталкер на дереве хаба. Нашел и выпотрошил дневник из него и привел меня сюда. А теперь Не надо же. по делам. А тебе по делам. Ноги босые. Ну и ладно, говорит. И цап того, что Э. на дереве сидит крепко между ног. А куда делся Гонда? Так, колись, Не знаю, я его здесь так и не встретил. Наверное, он тоже стал жертвой тумана Б. еще сильнее нажал. Точно? Какой, спрашиваю? Честное слово. Опять молчит. За тем вагончиком свежие могилы. Кто там закопан? Слышишь, Наверное, предыдущие жертвы тумана, которых похоронили их товарищи. кто такой? А товарищи эти куда делись? Такой сиплый, слабый. Не знаю. Мужик, не издевайся надо мной, пожалуйста. На моих руках кровь, и это я признаю. И раскаиваюсь, хватит с тебя этого. Лучше б я этого не знал. Ну ты выдал. Чем-то помочь? Ну, смотри, я здесь один сижу, туман исчез, а значит, сюда скоро потянется народ. Сталкеры придут, ясное дело. С ними я как-то объяснюсь, а вот с мародерами вряд ли. Ты их отстреляй, а? Чтоб не лезли, и мутантов бы прошерстить, а то их и тут их развелось как блох. Короче, Конечно, пожалуй, я заплачу. только вот Сидоровичу нести далековато. Ага. А у местных цены... Хорошо, погоняю утырковей тварей. Согласиться на повторяющиеся задания. Чем хабар собирать. А. Ну, мне сейчас не до этого. Поэтому не будем пока соглашаться. А вот артефакты он берет, вообще-то должен брать подороже других. Поэтому, видишь, Помню, вот, 22 тысячи за один артефакт пламя. Это же замечательно. Не правда ли? О, доктор, а что хорошего-то? Спрашивает сталкер. Хорошо, что не у меня. Поэтому продаем. И отправляемся на Затон. Возможно, мы сюда еще вернемся. Я не знаю, но... Хотя здесь особо-то и делать, наверное, больше и нечего. Так, что у нас тут? Кто у нас? Михалыч, приветствую. Что ты здесь делаешь? Мне сказали, что туман здесь вроде бы рассеялся, а мы с мужиками решили это проверить. И точно, теперь хотим основаться здесь.
Перевалочный Почему я пункт как-то слышал? для охотников за хабаром Решили как-то вроде нас. ученые провести полевые испытания нового Понятно. лекарства. О, это у нас Ну и наняли техник. под это Ну дело тогда группу чиним мой сталкеров. комбез. Проходит несколько дней, один А, сталкер приходит ему к нужны, профессору и короче, говорит: слышите, а что вы мне запчасти. колеса заменили, да? Тут очечки Ну, поправил, есть и в ему одном так месте осторожно: куча а почему вы вдруг решили, что препарат таких вас вот заменил? запчастей, А но сталкер: так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они там даже не были. знаю. Я А забыл, вот щас где вы это место. начали. Да. Ну, скорее всего, мы сейчас... Ну, нет, мы пойдем уже в следующей серии на Затон, и, возможно, я все же найду это место с запчастями, починю комбез, и уже продолжим, скорее всего, мы на Затоне, Внимание, где-то вот выдаю около шухеру. этого задания. Спасибо, Встречай, друзья, за сталкер, своего просмотр. старого друга. Нажимайте А пальцы тот вверх. помятый весь, фингал Делитесь под глазом. этим видео с друзьями Что с тобой? и в других социальных сетях. Это здорово поможет. Спасибо за внимание. Ну и, конечно же, подписывайтесь на другие каналы. На канал в Яндекс.Дзен. Также в группу ВКонтакте и на Телеграм-канал. Там я тоже буду выпускать много чего интересного планируется. Спасибо за просмотр. Пока.